Камерун, Мадагаскар, Ангола, Аргентина, Либерия и даже Антарктида. И это только некоторые места, в которых поляки хотели основать свои колонии. Вопрос: могла ли Вторая Польская Республика, а именно ее мы будем рассматривать, завоевать заморские территории и стать мощной колониальной державой? Наша цель – движение к великодержавному развитию Польши, в которой стали тесны рамки собственного государства. Она имеет право при помощи экспансии и труда миллионов человек на территории других стран или колоний превратиться, по примеру других народов, из европейской в мировую державу. Так молвил генерал Густав Орлич Дрешер. Товарищ Дрешер возглавлял организацию под названием «Морская и колониальная лига», которая занималась координацией действий, направленных на приобретение Польшей заморских территорий. Уже сказочно звучит. Лига обладала в довоенной Польше огромным влиянием и внушительным числом членов в 300 региональных отделах. К 1939 году число членов достигло 1 миллиона. Организация пышно отмечала День моря, устраивала парады, на которых ее члены переодевались в колонизаторов и негров, красили лицо гуталином. Этого я вам тут на ютубе не покажу, сразу выпилят. Они маршировали по улицам городов и городков с транспарантами: «Требуем заморских колоний для Польши» или «Колонии – гарантия сильной позиции Польской Республики». Некоторые даже обзавелись мундирами, шитыми по образцу униформы британских колониальных войск, и пробковыми шлемами, к которым прикреплялись значки с изображением польского орла. Лига планировала создать польскую школу колониальных наук, чтобы вырастить в ней кадры для будущих колоний. Сейчас мечты жителей государства, которое в скором времени само превратилось сначала в зависимую страну, а после распада Варшавского договора в принципе в колонию, о завоевании заморских территорий могут показаться крайне смешными. Но в свое время к ним относились со всей серьезностью. Все началось в первой половине 19 века. Первым стал Адам Петр Мирославский, брат знаменитого революционера Людвига Мирославского. В 1841 году он, в смысле Адам, открыл в Индийском океане небольшой островок, Новый Амстердам. Открыл берем в огромные такие кавычки, поскольку остров был известен путешественникам уже около 200 лет. Несмотря на это, Адам Адамыч провозгласил его своей собственностью и собрался вывесить там бело-красный флаг. Однако, он сменил планы и бросился в водоворот европейских революций. Спустя 10 лет, а примерно столько длится жизнь удачливого революционера, он умер. Новый Амстердам принадлежит сейчас Франции, гражданином которой был, собственно, этот самый Адам Адамыч. События ускорились в конце 19 века, когда зачитывавшуюся Киплингом Европу охватила колониальная горячка. Очарованные Востоком жители Старого Света, затаив дыхание, следили за соперничеством держав на далеких континентах. Эта мания не обошла стороной и Польшу. В 1875 году Петр Верещинский издал в Кракове брошюру с предложением создать на островах Тихого океана новую, независимую Польшу. Он считал, что раз у поляков нет шансов на победу над 3 державами, ведущими захватническую политику, следует начать все заново и в каком-то более спокойном уголке мира. Выбор пал на Новую Гвинею, Новую Ирландию и Новую Британию. Единственную проблему представляло коренное население, папуасы, но с ними, как уверял Верещинский, можно легко справиться. Пиу, и все, нет папуаса. Тем более, что он собирался перевести в Тихий океан весь польский народ. Весь. Стоимость операции ее автор оценивал в 227 тысяч или при экономном варианте в 180 тысяч рублей. Разумеется, из этого безумного предприятия ничего не вышло. Гораздо серьезнее выглядела инициатива Стефана Шульц-Рогозинского. В 1882 году, собрав в Варшаве средства на национальную экспедицию, он отправился со своими товарищами в Африку. За сюртук, цилиндр и 3 стакана джина им удалось приобрести у местных жителей маленький остров, расположенный у Камерунских берегов, а позже основать в Камеруне нечто вроде польской колонии. Однако, долго это образование не просуществовало, землю вскоре отошли к немцам. Хотя экспедиция Шульца-Рогозинского закончилась в принципе провалом абсолютным, она разожгла воображение широких масс поляков. Польская молодежь в начале 20 века зачитывалась романом Генрика Иосифовича Сенкевича «В дебрях Африки» назывался роман, в котором можно найти, например, такой вот фрагмент.
Стась, устроившись на спине Кинга, следил за порядком, отдавал приказы и с гордостью обводил взглядом свою армию. И если бы я захотел, размышлял он, я бы мог стать королем всех племен Докко, подобно Беневскому на Мадагаскаре. В голове промелькнула мысль, а может вернуться сюда однажды, завоевать большой кусок страны, оккультурить негров, создать в этих краях новую Польшу. Или даже отправиться во главе черных обученных полков в старую. Вот так вот. Поляки приступили к попыткам претворить эти планы в жизнь после обретения независимости. Резко, дерзко, быстро. Впервые вопрос формально подняли после окончания Первой мировой войны на площадке Лиги наций. Речь шла о получении Польшей мандата на немецкие колонии, а именно на Того и Камерун. Поляки использовали такой вот аргумент. Раз часть польских земель входила в состав Германской империи, значит, ей, Польше, причитается как минимум 10% отобранных у нее, Германии, экзотических территорий. Колониальные империи отклонили такое предложение, не желая получить нового конкурента в управлении дикими, так сказать, народами. Немецкое наследие разделили между собой Франция, Великобритания, Япония, Бельгия и Португалия. Польша осталась ни с чем, как обычно. Поражение не остудило пыл польских колонизаторов. Они продолжали обдумывать новые проекты, а их было на самом деле очень много. Поляки, внимание, хотели отобрать у Португалии военным путем Анголу и Мозамбик, а также разместить польских поселенцев во французской Гвинее и французской экваториальной Африке. Обсуждалась также Родезия, где, по легенде, в конце 19 века свою власть над негритянским государством установили братья Казимеш и Станислав Стеблецкие. Была даже предпринята попытка заявить свои претензии на Тринидад и Тобаго, а также Гамбию, которые в 17 веке были колониями Курляндии. То есть вассалы Речи Посполитой. Но тут тоже как бы хрен вам. Внимание! В марте 1939 года появилась идея создать польский сектор в Антарктиде. Хотя польское руководство не поддерживало лозунгов морской и колониальной лиги на официальном уровне, присутствие в ее структурах множества влиятельных людей давало понять, что власти одобряют деятельность организации. Тем более, что существовала она на щедрые государственные дотации. Польские колонисты планировали также забрать у Франции Мадагаскар. Каким путем, не ясно. Разработка проекта дошла до такого этапа, что на остров отправилась комиссия во главе с адъютантом Юзефа Пилсудского, Мечиславом Липецким. Претензии основывались на том, что в 18 веке на Мадагаскаре оказался участник Барской конференции Морец Беневский, которого местные жители провозгласили императором. Некоторые члены Национально-демократической партии в конце 30-х годов 20 века считали, что на остров можно будет как бы отправить лишних евреев. Все это вызывало бурю возмущения во французской прессе. Мадагаскар, польская колония, никогда. Польские евреи на Мадагаскаре нам как бы вообще не нужны, кричали заголовки французских газет. Любопытной и продвинувшейся дальше прочих оказалась инициатива по колонизации Либерии. Государство, которое основали освобожденные американские рабы. В 1934 году Лига подписала с этой страной договор, по которому она стала польским протекторатом. К договору прилагался секретный протокол, согласно которому Польша могла завербовать в свою армию 100 тысяч жителей Либерии, если в Европе разразится война. Вот так прикол. Один из высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел, Виктор Дрыммер, писал в своих воспоминаниях: прошло несколько месяцев, и меня посетил с официальным визитом темнокожий господин, генеральный консул Либерии, не он. После завершения визита, уже уходя, он спросил меня, где он будет получать жалование и каким оно будет. Я ответил, что этот вопрос следует адресовать его правительству. Как выяснилось, в дальнейшей беседе либерийцы решили, что платить ему должны поляки. Получить объяснение в морской и колониальной лиге мне не удалось. Авторов договоров уже не было на месте, они ушли в плавание. Найти документ не получилось. Так что я решил, чтобы не компрометировать польское руководство, назначить консулу ежемесячное жалование в 600 злотых.
Чтоб наполнить договор конкретным содержанием, в 1934 году в Либерию отправилось судно «Познань». На своем борту оно везло мешки с цементом, эмалированные ночники и другие товары, крайне полезные в Либерии, которые должны были найти покупателей на новой территории. А также нескольких ученых вез корабль, собиравшихся осушать либерийские болота. А еще плантаторов везли, планировавших основать польские плантации и компании. Колониальные державы отнеслись к этой экспедиции враждебно. Поначалу охренели, а потом... понятно. Особенно волновались америкосы. Алчная Польша может поглотить Либерию, писала газета «Питтсбург Коурер», выходящее в Гане издание African Morning Post саркастически добавляла: слуга австрийской и российской императрицы и прусского Фридриха II захотел стать хозяином в африканской стране. Американская пресса сообщала о пулеметах и гранатах, которые поляки якобы провозили контрабандой в Либерию, чтобы устроить там государственный переворот и взять власть в свои руки. Масло в огонь подливали польские газеты. Либерию уже можно назвать польской колонией, констатировал в 1935 году Иллюстрований Курьер Кодзиени. Конечно, из этого ничего не вышло, а вы как думали? Роковую роль сыграло то, что поляки не умели заниматься сельским хозяйством в тропическом климате. Польских пионеров донимали комары и малярия. Фермы опустошала саранча. Незадолго до начала Второй мировой идея сгинула собственной сгинью. В Южной Америке дела шли ничуть не лучше, чем в Африке. Да, дела там все-таки шли. В начале 1930-х годов Лига предприняла попытку колонизировать бразильский штат Парана, стремясь решить проблему перенаселенности польских деревень и связанного с этим переизбытка рабочих рук. Пришла пора отказаться от провинциальности в иммиграционной политике и выплыть на широкие воды национальной экспансии, убеждал в 1929 году директор польского эмиграционного ведомства Болеслав Наконечников. Сейчас Польша шагает в группе ведущих народов. Позволим ли мы себя обогнать? Зависит от наших совместных усилий. Поляки выкупили в Паране более 200 гектаров земли и собирались разделить ее на отдельные участки для польских поселенцев. Однако бразильское правительство решило, что они постараются отколоть штат от Бразилии, и расстроило эти планы. Деньги, естественно, никто не вернул. Провалом завершилась также попытка создать колонию в Аргентине. Польские крестьяне, решившиеся попытать счастье за океаном, не скрывали своего разочарования. Джунгли были густыми, всюду были заросли, крапива, всевозможные насекомые, москиты. Писала в письме колонистка Казимира Катур. Одежду приходилось надевать в несколько слоев, но москиты все равно кусали. Дети работали вместе с родителями, пилили дерево. Мяса было мало, а первого урожая едва хватило, чтобы выжить. Кофе делали из жареных и смолотых вручную зерен сои, пили его без сахара. Старики иногда размышляли вслух о том, что они сбежали от одной войны, но их догнала другая. Однако во Второй Польской Республике подумали и решили, что колонии обеспечат Польшу столь необходимым ей сырьем. Спустя столько лет-то, подумали, существование компании, которая позволит развивать промышленность. Это в 1939 году происходит, если что. Царившее тогда настроение отражает изданная в 1939 году «Эстафета», известная книга Мельхиора Ваньковича на тему экономического развития Польши. Без собственных колоний мы не можем полностью добиться наших целей, поскольку в самых важных делах будем зависеть от других, писал он. Мы понимаем, что задача тяжела, но это историческая необходимость, без которой немыслимо развитие страны. Мы понимаем, что никто не отдаст нам этих колоний даром, что наше общество не богато, а другие народы тоже не получили своих колоний просто так. Например, Англия в 1688-1815 годах провела в войнах за них 64 года, а в последние 100 лет она отправила за моря 20 миллионов человек. Но люди у нас как раз есть. Это наше огромное богатство и наша огромная беда. Нельзя забывать, что мы разрастаемся, а другие стоят на месте. Все зависит от нас самих, от нашей психики.
Если взглянуть на наш центральный индустриальный район, известным способом, через дыру, проделанную в грубом табурете, мы увидим его в другом свете. Это промышленность без сырья. Нужно плыть дальше. В заключение следует задаться логичным вопросом: как выглядела бы политическая ситуация во время Второй мировой войны, если бы полякам удалось получить в 1920-30-х годах какую-нибудь вот захолустную, прям вот чтобы, но все-таки колонию? Ясно, что раз моря контролировали западные члены антигитлеровской коалиции, Германии бы не удалось захватить польские заморские территории, и они остались бы под контролем польского правительства в изгнании. Колония Польши могла бы служить базой для воюющих на западе поляков, как французские колонии стали базой для генерала де Голля. В польских колониях можно было бы заняться формированием польских вооруженных сил, состоящих как из стекающихся туда со всего мира польских добровольцев, так и из местного населения. В портах такой колонии могли бы стоять польские военные корабли. Опуская вожжи воображения, можно задуматься, что стало бы с польской колонией после Второй мировой войны, когда Польша оказалась зависима от Советов. На заморской территории, которая зависима от Запада, могла бы продолжать свое существование другая, типа свободная Западная Польская Республика, со своим правительством, школами и прессой, которая, естественно, срала бы Союзу. Ну и Польской Народной Республики, естественно. Там могли бы поселиться бойцы армии Владислава Андерса и другие поляки, которые не хотели возвращаться в Польскую Народную Республику и расселялись по всему миру. Возможно, такое образование, назовем его как бы Польской Африканской Республикой, смогло бы продержаться до того момента, когда Польша вернула бы себе независимость. Тогда бы 1989 год выглядел бы точно совершенно иначе. То, что я скажу, прозвучит неполиткорректно, писал в своей замечательной книге «Колонии Польской Республики» Марек Ковальский. Но мне жаль, что у Польши не было колоний, что она отказалась от морских завоеваний и морской экспансии, позволяющей вздохнуть полной грудью. Мне жаль, что у нас не было заморских факторий в Африке, Америке или Азии. Все равно где. Возможно, если бы в нашей истории появился такой эпизод, наш менталитет сформировался бы несколько иначе. Возможно, поляки стали бы более предприимчивыми и энергичными, а культ поражений переродился бы в культ разумной и расчетливой борьбы. У нас чтут память павших героев, забывая тех, кому удалось выжить. Может ли быть героем конструктор, изобретатель? Возможно, такой эпизод научил бы нас относиться с уважением к экономике, трезвому просчету шансов. Наша история наверняка повернулась бы иначе. Возможно, лучше. Вот такие вот мысли выдавал Марек Ковальский. Ими я и завершу ролик.